Хельсинское соглашение, я не преувеличиваю, изменили мир. Это был необычный международный договор, не только по огромному числу стран, которые его подписали. Это был первый в истории дипломатии договор между государствами, соблюдение которого энергично требовали не только власти этих стран, но и граждане стран, подписавших Хельсинское соглашение. Это произошло потому, что в тексте этих соглашений международная безопасность была увязана с соблюдением прав человека во всех странах, подписавших этот договор. И вот именно идея этой взаимосвязи дала жизнь правозащитным организациям в СССР и странах Советского блока, потому что нарушения прав человека в этих странах были вопиющими. Первая такая гражданская организация появилась в СССР. Это наша международная Хельсинская группа. Ее основатель и первый председатель Юрий Федорович Орлов задумал и создал эту группу на основе гуманитарных статей Хельсинского соглашения, потому что Хельсинское соглашение Советский Союз должен был выполнять. За этим внимательно следили демократические страны, подписавшие договор. Конечно, советские руководители надеялись, и не без оснований, что если они не будут выполнять только гуманитарные статьи этих соглашений, то власти демократических стран, подписавшие их, закроют глаза на это невыполнение. Ну, если в Советском Союзе выпустят самых известных, скажем, отказников, еврейских активистов, добивавшихся выезда в Израиль. МХГ поставила перед собой задачу добиться выполнения Хельсинских соглашений в полном объеме, включая гуманитарные статьи. Об этом говорило само название, официальное название Московской Хельсинской группы. Официально она называлась «Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в Советском Союзе». Как мы этому содействовали? Мы отслеживали факты невыполнения именно гуманитарных обязательств по Хельсинским соглашениям на всей территории СССР и сообщали об этих нарушениях правительствам всех стран, подписавших Хельсинские соглашения. Эта задача, казалось бы, была невыполнимой для такой маленькой организации, какой была наша Хельсинская группа. Страна-то огромная, но нам стали присылать необходимую информацию самые разные организации, религиозные, национальные, разные, и отдельные граждане, которые знали об этих нарушениях
И мы получали такую информацию со всех концов нашей страны. Идея опоры на гуманитарные статьи Хельсинских соглашений оказалась очень плодотворной. Прежде всего в СССР, и где сразу возникли по образцу московской хельсинской группы такие же хельсинские группы в 4 республиках СССР: в Украине, в Литве, в Грузии и в Армении. Затем стали возникать такие же хельсинские группы в странах-сателлитах Советского Союза, а затем и в демократических странах, подписавших Хельсинские соглашения. Первая такая организация возникла в Норвегии, потом в Соединенных Штатах, в Нидерландах, в Канаде, во многих странах. Эти вот хельсинские группы в демократических странах ставили своей основной целью поддержку хельсинской группы в СССР и зависимых от него странах, потому что там эти группы их членов преследовали. Таким образом, возникло международное хельсинское движение. И этому движению, возникновению его, дали толчок именно гуманитарные статьи Хельсинских соглашений. Развившись, это международное хельсинское движение очень расширило рамки защиты прав человека и влияние, известность, популярность правозащитников во всех странах. Сделал уважение прав граждан обязательным для правительства демократических стран, для тех стран, которые стремятся стать демократическими, и даже вынудило правительство тех стран, которые только хотят, чтобы считали демократическими, делать вид, что они уважают права человека, и публично заявлять о важности прав человека и об своем уважении к ним. Таким образом, Хельсинские соглашения содействовали развитию правозащитного движения во всех странах, подписавших Хельсинские соглашения, и способствовали объединению правозащитников демократических стран Запада с правозащитниками в Советском Союзе и странах Советского блока. Международное Хельсинское соглашение справедливо получило название Хельсинского. И я считаю, возникновение и успехи этого движения главным итогом Хельсинских соглашений. А возможно ли сейчас, через 40 лет, вот что-либо подобное? Конечно, в нынешних условиях это должно быть движение на основе Европейской конвенции о защите прав и свобод человека. Потому что эта конвенция включает не только гражданские права, но и социальные. И
нынешнее международное движение, как и Хельсинское, тоже должно стремиться подтягивать страны, где постоянно нарушаются права человека, до уровня стран, где положение с правами человека более благополучным. До демократических стран современного мира. Но в современном мире не менее важно, чем добиваться соблюдения гражданских прав, помогать населению бедных стран преодолеть бедность. То есть необходимо заниматься не только гражданскими, но и социальными правами. И, конечно, это очень трудная задача преодоления бедности. Во всем мире для достижения успеха в этой области понадобится при всех обстоятельствах многие годы усилий, серьезных усилий. Но только решение обеих этих проблем обезопасит мир и от войны, и от великого переселения народов из стран, охваченных войной, и бедных стран всего мира, благополучные страны. Как и 40 лет назад, решение этих поистине грандиозных проблем не по плечу только правительством и политикам. Для этого необходимо объединенные усилия и граждан всех стран, и их властей. Прежде всего, должны начинать это движение и усиливать его те страны, которые имеют опыт такого объединения, страны ОБСЕ. И правительства этих стран должны всемерно поддерживать усилия гражданского общества по достижению этих целей. И хочется надеяться, что такая солидарность власти и общества возможна сейчас во многих странах. И хочется надеяться, что усилия по соблюдению прав человека и преодолению бедности, пусть не скоро, но дадут заметные результаты. Ведь свое имя именно благодаря массовой поддержке добилась успеха крохотная московская и хельсинская группа, поставившая своей целью тогда казалось невыполнимую задачу принудить СССР и страны Советского блока выполнять свои обязательства по гуманитарным соглашениям по третьей корзине, так называемой, Хельсинских соглашений. И этот опыт оказавшийся успешным, теряет на возможность успеха и сейчас в решении тех проблем, которые стоят перед нами сегодня. Благодарю за внимание.